Тут выкатили новый мод на Первую мировую, и, конечно, самое интересное здесь это древо фокусов. Новые фокусы, которые позволяют за Россию прямо со старта в 1910 году начать приводить коммунистов. И да, увести Российскую империю в коммунизм. Притом, судя по тому, как здесь проходит описание, у нас все это произойдет через гражданку, которая еще начнется до начала Первой мировой, где мы, если победим, сможем создать свое коммунистическое государство и уже под управлением Ленина перекроить мир и Первую мировую, и ее последствия, и раньше времени стать великой мощной державой. Да, это новый интересный мод на Первую мировую. Границы, механики, плюс-минус схожие. Некоторые фокусы вообще напоминают Great War или Great War Redux, вот это вот древо, например, где центристской думы или революционеров в думе. Прям копирка оттуда по-своему. Но здесь добавили новые подветки, красных как раз. В России вдобавок к этому интересный путь на царя. Здесь намного больше фокусов и событий, если вам, кстати, интересно, дайте знать. И еще меня порадовала Германия. Здесь есть прям со старта возможность уйти в путь рассвет национализма. И да, привести Гитлера, вот здесь фокус на него, получение диктатора. И тут нет никаких ограничений, что надо, чтобы прошла, например, там Первая мировая, и только после этого. Нет, ты можешь это прям со старта начать делать. И, наверное, вам тоже, да, этот путь интересен. Напишите в комментах. Но это на потом. А сегодня у нас уникальный путь революции. Подготовка к Великой революции. Мод вроде как на русский еще не переведен, но я думаю, английский не сильно нам помешает поиграть и насладиться партией. Непопулярный автократ у нас, дебафы, все, кстати, оригинальные из мода, который Great War или Great War Redux, расширенное министерство, выведены сюда у нас отдельные ресурсы. В общем, много таких сабмодов, я бы сказал, накатили, немножко где-то что-то поменяли и завезли нам новый модик. Давайте погружаться и смотреть, что нас будет ждать. Желаю вам приятного просмотра. А сейчас позвольте вас познакомить с Купи-кодом. Это не просто система пополнения, это целая игровая экосистема, где вы можете пополнить свой баланс Steam, купить игры гифтом и поучаствовать в разных игровых мероприятиях. Порадует же вас система с самой низкой комиссией на рынке, а само пополнение происходит просто и безопасно. Смотрите на экран, вводите свой логин от Steam, применяете мой промокод, дабы снизить себе комиссию на 2%, а дальше переходите оплатить. Ну и конечно же, кроме пополнения, вы можете еще себе купить игру гифтом. Особенно вас порадует в этом раздел «Недоступные в РФ». Здесь есть игры, которые вы не сможете найти в магазине Steam, но с помощью купи-кода сможете получить их на свой RU аккаунт. И да, тут тоже мой промокод не забудьте применить, так как он здесь дает 10% скидки на покупку гифтов. Ссылки, как всегда, в описании. Заходите, используйте мой промокод и радуйте себя новыми играми. Запустили в итоге мы сами максимальный буст коммунизма 0.11. Плюсом к этому еще и ивенты на социализм. Ну вообще идеально. Сейчас так большая часть народу станет за красных и спокойно с вами перейдем дальше по фокусам. И да, Керенский станет правителем. Что-то как-то быстро у нас царя свергают. Странно, что не сделали запретов, но зато можно прям со старта, не дожидаясь определенных дат, уже уйти в коммунизм. Небольшая сводка по промке, у нас 55 фабрик, 14 военных заводов. Интересно, здесь сделана застройка, то есть тут можно в Москве 33 фабрики сразу же бахнуть, а в итоге максимальный уровень инфы сюда 10 сделал. Да, здесь 10, а не 5, как раньше, кстати, в Хойке было. И сейчас тут буду на максимум гражданку застраивать. Столицу у нас все равно вроде сюда должна переехать. Или эта столица переезжает Керенского? Ну, посмотрим, как тут гражданку реализовали. Будет обидно, конечно, потерять территорию, но ничего. Реализуем это так. Генералы, кстати, у нас заменились. У нас теперь красные генералы. Можете посмотреть. Те, которые здесь доступны. Со старта до того, как я брал фокус на коммунизм, тут были другие командующие. А сейчас у нас тут даже, видите, Тухачевский, Чапаев и прочие личности тоже доступны. Ой, даже, кстати, Буденный, между прочим, с неплохими характеристиками, но старая гвардия, конечно. Ох, сильно убивает прирост опыта. Ну и давайте, через 50 дней начнем гражданку. Тут, да, интересно сделано, что больше нет никаких фокусов на Россию. То есть я не могу отдельно заняться застройкой или еще чем-нибудь, армию развивать. Просто чисто один такой политический путь, микс, видимо, с развитием и со всем остальным. Да, ожидаемся в августе 1910 года, а если быть точнее 18 августа, вот и гражданка. Да, мы восстаем в центре Москвы.
У нас 14 дивизий, у них 8-39. Ну 34 у нас всего. То есть получается им 10 наших отдало, и остальные просто базовые дивизии. И дополнительно еще армия у нас тут в 20 дивизий, притом с неплохим, наверное, шаблоном, да, но она в Одессе. А интересно, как мы тут будем снабжаться. Снабжения-то, да, особо нет. Но нам теперь надо соединяться, побеждать. И, как я вижу, до 1% мы сражаемся, они до 48, то есть нам намного проще их капитулировать. Правда, и промышленности под их контролем намного больше. То есть нам надо отсюда выжить Севастополь, в Киев, Царицын пробраться и Ростов. Здесь нам Питер, скорее всего, надо будет забрать. Ну и двинуться куда-нибудь к Уралу. Надеюсь, после этого сможем победить. Сразу же доступны, между прочим, следующие фокусы. На защиту от идеологии, агентство создать и политбюро свое. Ну давайте. Армию также сейчас распределять и пойдем в атаку к единой великой победе. Кстати, новые командующие нам тоже добавились. О, посмотрите, Троцкий здесь появился. И здесь я вижу еще и Сталин в командующих. Ну давайте, для красоты Сталина сюда поставим. И давайте даже вот так вот, фельдмаршалом поставим Троцкого. Вот, Троцкий и Сталин вместе здесь будут сейчас вести эту армию к победе. На агрессивном плане, конечно же, на быстром выполнении. Единственное, что мы, наверное, одну дивизию отсюда освободим и пойдем захватим вот эти вот земли. Ну а тут наша кавалерия... наверное, попытается в Питер пробиться. Самый важный участок, наверное, сейчас. И посмотрим, что из этого выйдет. Давайте запускаем время. Прямо в прямом эфире посмотрим, что нас будет ждать. Да, у них тут основная армия. Но мы сейчас кавалерия попытаемся также вдарить. Сделать здесь даже котлы. У нас-то канин больше, чем у них. Шансов у нас должно быть побольше. Да, Питер под нашим контролем, ну-ка. Но они капитулировали, но не сильно на самом-то деле Питер спас. Еще достаточно долго бороться здесь и бодаться с ними. Но, по крайней мере, котел готов уже, хорошо. Здесь тоже армия у противника есть. Кстати, смотри-ка, какая красота. Вперед, давай тоже в атаку. Кони вон забирают из Севастополя, армию выводят. Мы сейчас сделаем вот так вот. Здесь тоже котел. Ну и он и на основном фронте тоже армию приводит. Да, армии, кстати, маловато. Надо еще больше армии. Я предлагаю еще больше кавалерии тогда делать. Она все-таки быстрая, и, надеюсь, от скорости мы будем отыгрывать. Да, у нас ресурсов, на 70 коней. Вот это я понимаю, красота. Сейчас позакрываем здесь армию тогда и отправим потом бороться их. На основном фронте Москву нижнюю удерживать. Все-таки тоже достаточно важная территория. Ну а здесь ручками давайте в Киев. Давайте еще, наверное, котлы небольшие сделаем. Не будем прям в лоб атаковать уж все, что есть. Если есть возможность понемножечку так закотлить противника. Ну и вражеская кавалерия, кстати, тоже неплохо уничтожается. Не такая уж и сложность для нас с вами. В итоге, да, здесь позакрывали. И полностью армию уничтожили. Ну все, а теперь можно переключаться вот сюда вот, где они нас давят, и объединяться с нашей основной армией, чтобы потом единый фронт выставить. Ну и тут, кстати, обучение неплохо идет. Правда, проблема то, что я им тоже кавалерию оставил. Они, как ты видишь, действуют против нас, но это не проблема. Еще 70 дивизий. Все, сейчас начнется атака по всему фронту. Мы уже, кстати, наполовину почти капнули противника. Что само по себе неплохо, Севастополь, Керчь, давайте туда. Да начнется великая кавалерийская атака, ура! На вынужденном передвижении давай на быстром. Сразу же здесь в Курск. Здесь под Липецком сейчас сделаем котел. Вперед! Ну против такой скорости они явно ничего не смогут. И здесь давай также к Ростову. Наша армия сейчас удивит противника. Видите, новая кавалерийская тактика. Ну как новая? Для тех времен она, наверное, вполне себе распространенная. Мы чисто так, знаешь, кавалерии идем к победе. Все, в Царицын прорываемся. Я так понимаю, захват Царицына, скорее всего, будет финалом. Давай, кстати, еще и к вассалу объявим войну. Первый фокус у нас тут готов. Давайте, до Царицына чуть-чуть. Прям рукой подать. И 10 октября 1910 года... победа! Все территории наши, и остается здесь забрать КВЖД, которая, видимо, хотела выйти в мир с нами, но мы были другого взгляда на это, и теперь нам надо тут будет бороться с ними. Конечно, 14 дивизий по такому узкому фронту я не представляю, как победить, но давайте попытаемся. А заодно еще и пехоту с этого фронта отправим. Все, это быстрая, уверенная победа. Ленин у руля, у которого, кстати, хорошие бонусы на политику, на ставку, на выпуск. Единственное, немножко улучшение отношений, поддержка конфликта меньше, но зато еще и законы дешевле. И у нас свой Красный Альянс. Нормально так. За несколько месяцев красные спокойно взяли власть, победили белых.
И как только мы вступим, да, в мир, мы сможем пойти дальше по направлению и укреплять свою власть. Из интересного здесь еще и министры у нас сменились. То есть там были до этого министры как раз монархические, а здесь свой блок именно коммунистических министров. Правда, нам навесили, смотри, хаос в производстве, Красная гвардия, которая тоже дебафы достаточно сильные дают, и только милиция атаку имеет увеличенную. Здесь еще и революционные командиры 100% к цене. Тут у нас тоже поддержка ужасно плохая, фабрик свободных нет. Неорганизованное правительство еще тебе ставку роняет, и стоимость советников, видишь, какое большое. Проблемы еще с православием. О, да, вот это, конечно, навалили проблем. И нам сейчас со всем этим придется разбираться. Да, у нас теперь не стройки нормальные, производства особого нет, 8 пехотки с 14 военных заводов не хотите, но нам надо, да. Еще и с нулевой стабильности, кстати, разбираться. Ух. Ну что ж, ладно, давайте сначала КВЖД отвоюем, а потом уже будем действовать дальше. КВЖД за это время, смотри, уже Владивосток смогли забрать. Здесь тоже продвинулись. Но тут пришла моя пехотка, давайте немножко подсобим, армия у них вообще без генералов. Благодаря этому мы сейчас сделаем здесь котел. Кавалерия, кстати, атакуй, давай. Красота. Ну и погнали просто напрямик прям в Харбин. Захват его должен привести нас к финальной победе. Ну и туда, конечно, очень больно они бьют. О, протесты. Американцы недовольны нашей новой властью, но, знаете... Довольно недовольны, а какая разница нам? И вот тут как сделано, смотрите. Да, от выбора нашего политического направления потом открываются все-таки экономические и военные фокусы. Видите, мы выбрали путь коммунистов, и у нас как раз развитие их. Мы будем здесь разбираться с теми дебафами, которые нам дали, и постепенно улучшать наше положение. Идеально. То есть это здесь тоже продумали, и за это большой плюсик моду. Ой, ну с КВЖДшкой, конечно, я не знаю, сколько долго, как долго мы будем бороться, и как это будет сложно, но, по крайней мере, мы пока идем, стараемся. Даже в какой-то степени хорошо, что они туда отвлеклись. А то, если бы они столько дивизий держали просто в одной провке, то мы до Харбина бы вряд ли смогли добраться. А так, мы почти уже в Харбине, все, смотри-ка. Наша кавалерия сейчас, я думаю, принесет нам победу. Конечно, он немножко задерживает. Через реку все-таки атаковать тяжело, но справились. Все, КВЖД наши. А я даже не знаю, сделать вассалами или забрать себе. Давайте все станет нашим. КВЖД теперь под контролем Советского Союза. Хотя по решениям нам тут предлагают Маньчжурию сделать вассалом. Ну ладно, давай. Русская коммунистическая Маньчжурия. А, это уникальный вассал, кстати, который нам дает 100% фабрик. Ну, это прикольно. Ладно, давайте все-таки так сделаем. Раз прям решение на это есть. И получается у русской Маньчжурии, да, теперь как раз претензия на территории Китая. Может быть, в будущем мы реализуем эти амбиции. Ну а по древу технологий, если вы мало знакомы с Гретваром, то тут по сути все то же самое. Есть схожести с обычной Хойкой, здесь просто небольшая дополнительная раскачка гранат идет. Поддержки доп-рот схожие. Танки, естественно, появляются намного позже. И в первое время ты их никак не поиспользуешь. Артиллерия разделяется на тяжелые гаубицы и на небольшое улучшение мортир. Авиация прям схожая. Флот по сути схожей, авиация немножко своя, естественно, она исследуется позже и достаточно слабенькая. Здесь у нас исследование дополнительное на ускорение, и лучше действует радио. Ну и индустрия плюс-минус похожая с оригиналом, единственное, что здесь завезли больше увеличения ресурсов и отдельные фабрики на производство основных ресурсов, то есть ты можешь их не захватывать, а просто самостоятельно построить, у тебя будет добыча того, что тебе нужно. По поводу реформ армии я все-таки предлагаю офицеров использовать. Мы здесь как раз Брусилова себе вернем, командующего, смотри, очень хорошего, на бонусы к атаке и защите пехоты. Так еще и армия у нас красная улучшится именно по показателям атаки. А то сейчас, конечно, ее показатели, вы видите, вот эта вот красная армия, это просто ужас. Нам надо это исправлять, давайте опытных командующих. И надо сейчас, наверное, это будет миксовать еще и с развитием промышленности, потому что тут у нас тоже проблем хватает. И вроде да, мы не историческую гражданку сделали, победили намного быстрее и проще, но проблем нам навалили, как будто бы мы реально сражались очень долго и понесли большие потери. Хотя это можно обыграть и иначе, что хоть мы и быстро внешне разобрались, но внутри-то многие не принимают нас, а еще явно многие хотят дестабилизировать другие соседние страны. Хотя, наверное, тут еще знаете, что будет интересно? А почему от нас никто не отвалился, да, в ходе этой гражданки? Явно же были бы земли, которые захотели своей свободы, но, видимо, мир был не готов, они не успели подготовить восстание в
в наших регионах, и мы достаточно быстро смогли управиться. Я как вижу, здесь есть возможность национализации территорий. Опа. То есть мы можем занационализировать за 200 политики сейчас ту же самую Варшаву. Интересная схема, но я не буду ей особо пользоваться пока что. Давайте по фокусам пройдемся. По поводу доктрин, они тут тоже реализованы под Первую мировую, видишь? Отдельная доктрина Первой мировой, потом уже доктрина из обычной хойки. Но это распространяется только на пехоту, к сожалению, авиация и флот пока не реализованы. Давай поствоенные чистки запустим. А то что-то я про основное политическое это древо и упустил. И мы теперь станем Всесоюзной коммунистической партией большевиков. И минус 100% к авторитаризмам. Нормально так. То есть 30% народной поддержки, назовем это так, уберется полностью. И заметил я, кстати, недоработку. Вот тут нам обещают как... Высшее военное командование Брусилова, да? Но заходим. Высшее военное командование здесь. Его нет. В теоретиках, понятное дело, его тоже нет. Здесь в командующих его тоже нет. То есть нигде нам почему-то его не прописали. Нам его обещали, что он появится, но на деле его нет. И это на самом деле грустно. Я все-таки хотел его как советника получить. Хорошие бонусы. Но у нас есть лишь Тухачевский, который будет послабее. Грустно. Надеюсь, все-таки эту мелочь подправят в будущем. Как раз с помощью чисточки мы потом сможем с правительством разобраться. И у нас теперь советники политические будут дешевле. Здесь заодно переименовать города и получить политику, дополнительный прирост. Ну и, кстати, революцию в Европу, сделать Коминтерн, советские республики реализовать. О, тоже интересно звучит. Борьба с прессой, красный террор, судьба, кстати, царя здесь доступна, и разборка с церквями, что тоже необходимо, а то политика у нас страдает. И да, после красного террора у нас просто 67, уже 68% поддержка коммунистов. Вот это народ быстро в них уверовал. Не зря же я им почти сердечко нарисовал под Питером, который скоро станет Ленинградом. Собрал кабинет министров, это у нас Сталин на политику, но самые важные командные ресурсы и поддержка партии. Потом у нас Зиновьев на политику и защиту от идеологии. Бухарин на политику, стапку и исследование, что очень важно в нем. Ну и Каменев, опять же, на стапку, на политику и на подчинение. Не спорю, здесь еще есть Троцкий, который хорошие бонусы дает, когда на военку перейдем, может, поставим. Этот вот советник тоже хороший, на 15% выпуск, но строительство уменьшается, что нам сейчас не очень выгодно. И, конечно же, минорный минор под прикрытием на агентство тоже интересен. А в высшем командовании у нас Рокоссовский, Тухачевский и Василевский вместе с Егоровым. Очень активно набирают армейский опыт. Он почти 1,5 единицы в день, как по мне, это очень жирно. Учитывая, что доктрины стоят всего по 90, мы так-то всю доктрину Первой мировой раскачаем до самой Первой мировой. Но по историческим моментам все так же. Восстания в Китае, конфликты в Португалии, за Марокко, в Ливии. Тут все более-менее исторические события также отражены и идут, как по мне, ровно так же, как и в Гретваре. Ну и, кстати, да. Китай все больше и больше разваливается. Ну, у него тут такая судьбинушка. Не удержится он. Главное, чтобы у нас КВЖД по каким-нибудь скриптам тоже бы не отобрали. И, кстати, у КВЖД здесь есть свое древо фокусов. А, подожди, это не древо КВЖД, это больше древо именно Маньчжурия. Но мы ее раньше времени сделали, и мне кажется, она по фокусам пройтись не сможет. Будет у нас немножко такая подбитая марионетка. О, наши оппоненты культурной революции, взаимодействие с демократами. Минус 35% на скорость исследований. Вы что, издеваетесь, диссиденты? Либо же разобраться с ними просто. Ну, потеряем стабильность, но это, конечно, жестко. Демократы против нас выступают вовсю. Не тех мы, получается, зачистили, точнее как. Забыли кого-то еще зачистить. Надо было со всеми разобраться чуть ранее. Электрификацию произвел, рабочих под контроль взял, и у нас теперь хаос в индустрии не такой уж и большой, совсем чуть-чуть осталось. Сейчас мы еще муниципализацию проведем и кооперативы сделаем. Как по мне, это немножко получше по бонусам, которые мы получим как раз на активную застройку. Потом еще сельским хозяйством займемся, и все это ради НЭПа. До мирового конфликта всего ничего, 2 года, нам надо поднимать экономику, которая пока слабенькая. О, война на Балканах начинается в сентябре 1912 года. Ну и что? Все так же по истории? Да, все так же по истории, легко уничтожает осман. Правда, интересно, а почему Сербия не участвует в этом конфликте? Я, конечно, не особо знаток истории, но вроде бы Сербия участвовала в нем. У нас, если что, исторический режим врублен. Но почему-то нет, она, кстати, в демократов ушла. Ой, теперь только тот самый исторический
экономический лидер, мир. Да, смотрите-ка. Из-за того, что Сербия не участвовала, она не получила свои территории. Лондонская конференция, конечно, произошла, но... да. Максимально странно. Сербия, видимо, пошла, может, по какому-то другому направлению и осталась сама по себе. А у нас с вами новая экономическая политика. Дополнительные бонусы. Дороже, конечно, производство пехотки, арты. У нас как раз модификаторы улучшаются. Ну и военный коммунизм очень сильно бьет. Вот он, видишь, сейчас удешевлял нам как раз производство пехотки, артиллерия. Но ставку резал. Сейчас мы восстановим и получим просто бонусы на строительство. Из дебафов у нас еще хаос в индустрии остался. Здесь небольшие проблемы. Армия еще с проблемами. И народ еще не полностью нас поддерживает. 20%. Но мы с этим можем разобраться вот тут. Как только кулаков уничтожим, через плановую экономику пойдем. Я не буду альтернативу искать. Она, конечно, звучит интересно, и мы получаем здесь хорошую компанию на очень быстрое исследование. Также фабрики, везде дополнительные ячейки для строительства. Но проблема в том, что здесь ячейка исследований, здесь хорошая мощная промка, да и как-то, знаете, бонусы на легкие танки еще получить и более исторический вариант с плановой экономикой. Давайте его реализуем. Интересно теперь выглядит конфликт Греции с Албанией, учитывая, что Албания не получила здесь даже себе территория. Просто будет битва в пару провок, да? Ну да, никто, наверное, здесь победу одержать не сможет. Ну и, конечно, немного грустно, что скрипты местами ломаются. Верю, что это будут подправлять. Пока потому, что мод выглядит интересно. И благодаря таким необычным древам фокусов и возможностью прям реально перевернуть историю иначе. Правда, вот апрель 1913-го, да, мы уже с вами открываем дальнейшие доктрины. И тут интересная механика в доктринах в том, что здесь есть отдельные военные доктрины, как видите. И взяв 5 доктрин в определенном разделе, мы получим еще дополнительные бонусы. Хотите себе больше народу? Пожалуйста, 3% еще лучше снабжения. Возьмите доктрину массированного штурма. Хотите больше окапывания, лучше высадки? Держите здесь. Морпехи еще у тебя улучшатся. И горные стрелки. Здесь можно улучшить арту и пехотку, в том числе и скорость дивизий. Ну а здесь, конечно же, блицкриг, моторизация и танки. Ну давайте через танки. Не, ну давайте, а то я часто очень играю через вторую доку. Давайте здесь возьмем танки. Конечно, в Первой мировой это то еще удовольствие через них отыгрывать, но давайте попробуем. Стал наш альянс уже коминтерном, посмотрите-ка, в июле 1913 и сейчас Советские Республики берем. Какие-то новые миссии нам откроют и решения. Ну и дальше мы сможем тоже получить немало бонусов. Образование. А по поводу захватов, они все находятся вот здесь вот. Притом через большое древо фокусов и просто нас ведут, если что, к битве с севером, к битве против Антанты и к битве против как раз немцев. Но я предлагаю все-таки начать им Вторую мировую, дать им возможность это сделать, а там уже посмотрим, как она будет развиваться при учете, что мы с вами уже не Российская империя. А вот эти, кстати, решения. Терек, Амур, и мы проиграем, если что-то из этого произойдет. Ну, вроде все нормально, это, правда, на гражданку вроде нацелено. Мы должны сохранить их под собой, и тогда все будет хорошо. Возможно, это тоже фокусы, взятые из каких-то немного других древ. Может быть, из того же мода Гретвара, но там он идет позже и открывается, и там, возможно, гражданка прям такая, что где территория надо удерживать. А здесь и сейчас для нас это немного странным выглядит. Мы при любом раскладе эти территории удержим и никаких проблем не испытаем. Потому что с нами никто не сражается, и мы просто контролируем все свои земли без всяких проблем. Ну давайте прям в прямом эфире дождемся. Так, это Франция нам помогает. Спасибо, французы. Сейчас бы они коммунистической угрозы со стороны нас помогали. Да, Терек мы удержали, проблем не испытали, и то же самое с Амуром будет. Продолжаю еще делать военное командование, чтобы у нас с вами не было вот этого вот неприятного дебафа. Танки еще здесь откроем свои советские, вот видите, здесь есть на них возможность выйти. Ну и по исследованиям я активно исследую авиацию. Да, у нас будет небо под защитой, в том числе давайте ранние как раз истребители себе нормальные возьмем и будем контролировать небо. Решил все-таки затестить национализацию, но это максимально странно сделано. Тут даже нет времени. То есть вот у меня есть политика, я нажимаю и все. Территория становится национальной сразу же. Не знаю, возможно, было бы неплохо добавить отказ от этого решения со старта или какое-то его усложнение, а то смотрите, бамс-бамс-бамс и все. Наша территория национальная, ничего не знаю. Где тут еще не национальная территория? Финляндия. Пожалуйста. Все.
Финны тоже объединились с нами. Хотя можно сделать свое подрево, где советы будут с помощью своих новых механик объединяться с этими территориями. Это тоже было бы неплохим решением. И японцы на нас напали в ноябре 1913-го. Я что-то не знал об этом мире, но да, и... Воу, вот это армия. Кстати, промка как у нас, а я думал, у нас промка хорошая. Ладно. У нас начинается фаза конфликта с японцами в ноябре 1913 года. Не этого я ждал, но игра нам именно это и подкинула. Ладно, давайте, 6 дивизий отсюда мы с вами отведем задержать Сахалин. Но это пока как-то странно даже выглядит. Успели на оборону, кстати, неплохие показатели у нашей армии. И здесь мы, скорее всего, тоже успеем, да? Да, тоже успели. Шаблон, если что, простенький. Это у нас пехота, саперка, арта и рейнджеры. 30 дивизий в одной профке, жесть. Вы представьте, какое у него сейчас истощение. Конечно, у нас тут истощение тоже большое, но пока держим. 67 дивизий просто атакуют наши 18. Какая боль. Вы посмотрите, жесть. Ну давайте от последнего дебафа избавляться. Что это началось-то вдруг? С чего он вдруг решил на нас так резко напасть? Чего тебе не имелось-то? Не сиделось на месте. Ну давайте весь наш флот туда. Конечно, он слабый, его не хватит, чтобы побить. Ага, японцев, Колчак. Ладно, такого я тоже не ожидал, но давайте. Колчак пойдет спасать ситуацию. А здесь нас, скорее всего, не пустят. Ну, давайте проверим. Да, не пускают. Ну, ладно. Будем просто стоять, обороняться и смотреть на то, как весело японцы истощают всю свою армию. Просто надо сюда 71 дивизию свести, сюда 66. Да, им явно больно. Ой, есть небольшая проблема. Наши корабли, которые помогали армии, были выбиты, притом без всяких проблем. Вот это грустно. И что, подожди, здесь враг действует? Японцы. А вы как это? А, им, да, наверное, доступ просто дали. Нет, это к рынкам. Нифига себе, у них подлодки действуют. Вот это нормально так. Неплохо. Зря я, видимо, сюда всю свою армию свел. Но ничего, попытаемся как-нибудь подействовать. Хотя явно, если я буду брать преимущество... Да, это всего 34%. Ух, грустно. Все-таки наш флот ни на что не способен. Ой, что, подождите, у нас великий голод, ставка минус, истощение до декабря 14. А что случилось-то? С чего вдруг у нас голод? Вот это, конечно, немножко неожиданно, ну да ладно. Давай, кстати, патрулирование здесь запустим. Уничтожим японский флот. И цель войны против нас — Китай. Что? Китай хочет с нами сражаться? Подождите, какая битва с Китаем? Вы вообще о чем? Где? Как? А, вот это вот что ли? Да вроде не должно быть. В общем, если сейчас еще и с Китаем конфликт начнется, то это будет, конечно, максимальное веселье. Вместо Первой мировой в Европе у нас будет Первая мировая в Азии. Вот это мы повернем историю. Ё-моё, что? Я решил нажать вот на этот вот значочек «Национальные идеи». В армии, во флоте авиации, в инновациях, в политике. Жесть. Это, короче, если вам некуда политику сливать, я и думал, а почему ее здесь так много? Ее прирост, видите, почти в 5 единиц. Я ее просто тратил на то, чтобы до 100% довести поддержку правящей партии, все, что здесь есть, максимум заполнить. А в итоге ее можно сюда еще тратить. О, да. Ну что ж, японцы, я думаю, вам ничего не светит, учитывая, что еще и бамс. Апрель 1914, да? Полностью закрыта доктрина маневренной войны и доктрина Первой мировой. И меня радуют японцы. Жаль, что здесь нет потерь от истощения, как таковых. То есть они просто снарягу теряют. Ну, посмотрите, сколько здесь дивизий. И просто наш один командующий гигачат стоит и обороняется без всяких проблем. А, ну да, Китай просто Тану Туву забрал, и все. Вот почему этот показатель был, но у нас не было никаких гарантий на Туву, поэтому все как бы окей. Монголия под Китаем и Тува под Китаем. У нас даже претензий, кстати, на этот регион нет. Кажется, конфликта Сербии не случилось. Да, август 1914, пока все спокойно, никакого ивента. Советские танки у нас уже появились. Ну и, кстати, да, давайте уже переименуем города, а то до сих пор Питер, а до сих пор Царицын, немножечко неправильно. А, у нас еще, кстати, Кавказ не национальный, Средняя Азия вся не национальная, смотрите-ка. Во, можно сюда политику потратить. Как-никак.
Советское правительство объединяет народ в единое целое. И вот мы добрались до судьбы Романовых. В ноябре 1914 у нас все просто времени до них не было. Ну и какой выбор мы сделаем? Давайте, предлагаю вам в комментах. Плюсик, если вы хотите, чтобы мы с ними разобрались, избавимся от них. И минус, если вы хотите, чтобы мы их оставили и дали им возможность уехать в Британию, которая здесь спокойно так чилит. Пусть будет небольшое решение именно вами, как зрителями, того, как будет развиваться дальше наша компания. Потому что я планирую все-таки сделать вторую часть. Я думал, начнется сейчас Первая мировая, но нет. Нам, видимо, придется самостоятельно что-то делать с японцами, а также добраться по фокусам вот сюда вот и начать уже конфликты на севере, начать конфликты против центральных держав, против Антанты. С основными дебафами мы разобрались, переход в новую державу мы сделали, правда еще хаос в индустрии до сих пор есть, где его убрать я не вижу, ибо мы тут все закончили, он нигде не убирается. Поэтому частичные дебафы у нас все-таки останутся. Это будет таким своеобразным усложнением нашей партии. Да и в целом, хоть мы в коммунистов и перешли, но уже японцы против нас сражаются. Это тебе на Дальнем Востоке проблемы, и армию там надо хотя бы небольшую держать. И когда мы в Европу будем врываться, скорее всего, там еще и османы, и венгры, и немцы. Почти будет круговая своеобразная оборона. Надеюсь, ролик вам понравился. Поддержите его своим лайком и комментом. Постараюсь следующую часть тоже побыстрее для вас сделать. Буду сейчас миксовать как раз Люксембург, скорее всего, и Советскую Россию. До скорых встреч, надолго не прощаюсь.